Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из TapLink в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из TapLink в другие системы. Например, в Telegram получать уведомления про новые данные из TapLink, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных TapLink. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт TapLink в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный виртуальный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные из TapLink, и перейдите в ваш личный кабинет TapLink. Далее в разделе «Модули» перейдите на модуль под названием Webhook. Мне необходимо, чтобы данные отправлялись при новой заявке, поэтому я отмечу ее галочкой. В поле «Ссылка» необходимо вставить скопированную ранее ссылку в системе Apex Drive и сохранить настройки. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить вашу форму, для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе необходимо подключить ваш Telegram аккаунт к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить в вашем Telegram. После этого необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. На этом этапе необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!